Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. На календаре у нас конец апреля, а это значит что? Это значит, что совсем скоро у нас уже Пасха, в мае у нас Пасха. И мне пришла в голову идея пройтись по магазинам, которые я осилю, и посмотреть, какие магазины, разные сети магазинов продают Пасхи. Можете называть это Пасхи, можете называть это куличи, можете называть это кексы. Смысл от этого не поменяется, поменяется, возможно, только цена. В моем идеальном воображении я планирую посетить Сельпо, АТБ, Мегамаркет, Новус, Велмарт. Короче, все, которые вот на слуху в Киеве, те я планирую и заскочить. Это не будет большой обзор магазина по всем параметрам, по всем продуктам. Это будет большой обзор Пасок. Самый грандиозный, самый глобальный, самый гигантский. Это будут Пасхи с начинкой и без. Это будут Пасхи с глазурью и без. Шоколадные, не шоколадные, с ванилью, без. И первый сегодняшний наш пациент, так скажем, это магазин Новус. Я думаю, что в Новусах везде по сети цены одинаковые. Но сегодня я приехал на метро Левобережную. Погнали! Кстати, не забудьте прожать лайк, не забудьте подписаться и не забудьте оставить какой-то коммент. Это помогает в развитии канала. Ну и, конечно же, если у вас есть какие-то точки, локации, которые вы хотите, чтобы я посетил, обязательно сообщите мне об этом тоже. Я туда заскочу. Так, друзья, в целом магазин Новус мне нравится. То есть ничего какого-то экстраординарного нет. Ну, давайте сразу со входа посмотрим, что у нас есть, по каким ценам, какая начинка. И пойдем уже потом перейдем в хлебный отдел, где, в принципе, все эти пасхи у нас и размещены. Так, панеттон классичный, 399 гривен. Якобы он стоил 549. Сразу, кто у нас не отстреливает цены, делите на 39, получаете в долларах, делите на 42, получаете в евро. Панеттон за килограмм 398. Стоимость вот такой вот одной коробочки, да, у нас, которая весит 500 грамм, соответственно, 199, 200 гривен, если мы округляем. Тут, насколько я понимаю, насколько я вижу, это у нас с такими шоколадными родзинками. Учитывая, что я шоколад, в принципе, в любом проявлении, в любом виде люблю, я бы такой панеттончик прикупил. Вот есть похожий, нет, это он же. Так, есть, вот смотрите, такая Пасха, я не вижу описания, но, судя по виду, Пасха с фисташкой. Вот такой вот, видите, фисташио написано, Пасха с фисташкой. Цену я тоже не вижу, сейчас мы посмотрим. Вот тут вот цена 399 гривен. Тоже панеттон классичный, вот такой вот фисташечный. 349 гривен панеттон с цукатами апельсина. Вот так вот он выглядит. Странная форма, конечно, какой-то он продолговатый, как какой-то хлебец. Но цену вы видите. Панеттон Коломбо классичный, 399 гривен. И это у нас уже не с цукатами, а просто классический. Видите, вот с такими орешками, насколько я понимаю, насколько я вижу. Хлебобулочный выреб на закваске с глазурью, цукровую посыпку, миндалем, цукатами из апельсиновой цедры. Тут их даже два. Тут два, смотрите, есть вот такой вот с миндалем, посыпкой и без цукатов. Есть точно такой же с миндалем, посыпкой, но с цукатами. Цена от этого не меняется. 399 у нас гривен. Так, все, тут я больше пасок не вижу. Идем дальше в отдел с хлебом. Так, вот отдел с хлебом у нас. И вот у нас небольшой стеллаж такой с пасхами. Что нам предлагается? Нам предлагается два варианта. 200 грамм и 450 грамм. Соответственно, 49 гривен это примерно 1 доллар, чуть больше. И, соответственно, 85 гривен это примерно 2 доллара. Вот поменьше, вот побольше. Это у нас пасочка 450. Состав, если кому интересен, можете посмотреть. Пшенично-борошно. Разные цвета, да. У нас есть зеленая, у нас есть присыпка черная. Разницы я сильно огромной не вижу. Есть светлая, просто Пасха без особой присыпки, без цветов. То есть еще раз, Пасха 200 грамм, 49 гривен. И Пасха
450 грамм, 86 гривен. Два варианта. Все, больше я пасок не вижу в магазине Novus. Так, друзья, выходим мы с Новуса и телепортируемся в следующую точку для изучения ассортимента и цен пасок. Так, друзья, вторая наша локация – это магазин Велмарт. Когда-то он назывался Там-Там. Территориально это левый берег, Днепровская набережная. Вот там вот симпатичный парк за мной, туда в сторону Харьковской, Поздняков и так далее. То есть Велмарт, принимай гостей. Сразу могу сказать, что ассортимент, который тут, скорее всего, будет, он будет намного больше, чем в любом другом магазине, будь то Novus, будь то Ашан, будь то Сельпо, знаю не понаслышке, и поэтому давайте, друзья, проверим. Так, друзья, Пасхи у нас прямо по курсу, насколько я помню. Насколько я... А нет, вот я вижу Пасхи вот тут вот. А Пасху мне надо цену снять. Прям с входа? Ну да, а что? Что-то не так? Так, друзья, Пасхи на сегодняшний день у нас 25 гривен за 150 грамм. Это вот такие вот маленькие. Малепусенький пасочка, 150 грамм, 25 гривен. Со скидки, без скидки она стоила 35 гривен. Побольше Пасха у нас стоила 275 грамм, это 50 гривен. 50 гривен. И огромная, да, еще больше Пасха у нас стоит 500 грамм за 80 гривен. Повторюсь, что в долларах это делить на 39, в гривнах это делить на 42. Вот такая вот у нас ковер из пасок. Значит, один ряд. Первый ряд 150 грамм, 25 гривен. Средний ряд 275 грамм, 50 гривен. И нижний ряд у нас 79 гривен за 500. А вот тут вот такие середнячки. Средненькие, 250 грамм за 60 гривен. Все эти пасхи, они без изысков, то есть она называется Пасха домашняя. Видите, тут даже без присыпки, может быть, это для детей, которые хотят на уроке труда что-то изобразить, да, может быть, сами сделать глазурь, сами сделать присыпку, какую-то посыпку и так далее. Ну, почему нет, тоже, чтобы не готовить дома дешево и сердито. С этой стороны у нас уже такие по-богатому, как говорят. Смотрите, есть кекс пасхальный дитячий, 350 грамм, 109 гривен. Я не думаю, что он как-то кардинально отличается. Состава тут нету. Но я вижу, есть какие-то карандаши для малювания. Шутка. Так, Пасха брioche, 350 грамм, 139 гривен. Вот такие вот, видите, у нас уже какой-то, что это, миндаль, не миндаль, не знаю, кто знает, подсказывайте мне активно в комментариях. Есть с присыпочкой вот такой вот шоколадной, есть с сахарной пудрой. Все это 139 гривен. И это 109 гривен. Это называется графин с шоколадом и орехами. То есть орешки у нас внутри и пасочка. Все Пасхи на сегодняшний день, конец апреля, они мягкие. Они мягкие пока что. Кекс святковый. Друзья, кекс, Пасха, кулич, называйте как хотите, не меняется от этого смысл и, думаю, вкус тоже. 159 гривен за штуку. Штука у нас 500 грамм. Из всех пасок, которые тут сейчас находятся, пока что моя в Велмарте вот это вот в лидерах. Почему? Потому что она выглядит классно, потому что я люблю шоколад и потому что тут есть вот такие вот, видите, интересные конфетки, не конфетки, как они правильно называются. Дальше, снизу у нас есть кекс с шоколадом и журавлиною. Журавлина это у нас калина или клюква вроде. 169 гривен за одну штуку. Вот такой вот просто по-богатому вся Пасха у нас в шоколаде. Шоколадная присыпка и шоколадная вот такая вот поливка. Тут у нас беленькая, аналогичная этой, но просто
белая поливка и тоже посыпана шоколадом. Это у нас пасочка пасхальная, 500 грамм, 134 гривны. Видите, вот так вот она у нас выглядит, тоже выглядит отлично, неплохо. Дальше у нас есть пасха пасхальная 130, это она же, это вот она же, просто этажом ниже. Так, что я еще, друзья, тут вам не показал. Значит, еще раз, издали 109 гривен, раз, 139 гривен, два, пасха, дальше идет 159 гривен, вот они у нас, три, вот такие вот шоколадные с конфетками. Дальше у нас идет 169 гривен, шоколадные, вот эти вот обе пасочки. И дальше у нас идет кекс, уже кекс называется пасхальный, 134 гривны. Пока не попробуешь, не поймешь, какая из них вкуснее. Поэтому, друзья, друзья, нужно все покупать по одной штуке в преддверии майских, чтобы знать, какая из этих пасок больше найсмачніше, як то кажуть. Вот такие вот пироги. Как бы смешно не звучало. Давайте посмотрим следующий у нас стеллаж. У нас есть, смотрите, стеллаж с пасхами. Раз, два и три. Это магазин Велмарт. Уже как минимум раза в 4 больше, чем там, где мы с вами только что были. Что у нас есть по панеттону? Панеттон — это вообще, как называется, пасха итальянская. Кто захочет, посмотрите в гугле. Я впервые узнал о таком названии, о том, что это с Италии в прошлом году. До этого Пасха и Пасха, и все. Так, панеттон итальянский с 450 грамм, 199 гривен. Вот это вот все до сюда. Тут у нас начинается кекс виденский, 159 гривен. Да, 199, тут 159 гривен. Выглядит он, честно говоря, побольше. Хотя и там почти 500 грамм. Тут у нас 450 грамм, тут у нас 500 грамм. Но выглядит он, возможно, наверное, поуже, но чуть-чуть повыше. Тоже имеет место быть. Дальше у нас идет панеттоне рояль 500 грамм. И тут у нас уже идут, посмотрите, какие красивенные орешки. Распаковывать не буду, потому что ее должны обязательно кто-то купить. Ну и, конечно же, когда вы распаковываете, друзья, обертку, то она начинает черстветь. 249 гривен, это, порядка, не знаю, может быть, примерно $6. $6 за панеттон 500 граммовый. Но выглядит по-богатому. Пока что, друзья, мои фавориты вот этот и вот этот. А ваши? Напишите. Или давайте так договоримся. В конце видео вы напишите, какой магазин ваш фаворит, какой больше всего вам понравился в плане ассортимента, в плане разнообразия из тех, которые вы увидите в видео. Дальше. Это у нас идут уже от Киев хлеб, да, то есть это те пасхи, которые делаются на потоке, на конвейере. Что у нас тут есть? Кекс, традиционно Пасха. Сколько тут у нас грамм? Граммовку я не вижу. 300 грамм. Вот, 300 грамм чисто такое. Пасха и Пасха. Дальше у нас идет Киев хлеб 51 гривна, это где-то $1,5, может быть чуть-чуть меньше. 300 грамм Киев хлеб. Дальше у нас идет БКК. БКК, интересно, Рошен печет Пасхи или нет. БКК, домашняя Пасха, 270 грамм, 68 гривен. Дальше Пасха апельсин. Пасха апельсин стоит 19 гривен. Вот такая вот у нас красота с какими-то родзинками. Я вижу грецкий орех. Ну посмотрим, может быть тут есть состав где-то. Состав: оздоблення, помадка біла суха, цукор, сухі цукати, кубики манго, ананас, имбирь, помело, лайм, цукор, кислота лимона. Короче, эта Пасха выигрывает у нас с орехами и с цукатами. Дальше идет БКК, пасхальный оберіг. Пасха это назвать сложно, но это больше, наверное, похож на ромовую бабку или на кекс. Вот такой вот бублик в центре, видите, пустой. 159 гривен, уже по акции стоил 168. Возможно, действительно, для того, чтобы срок годности не истек, уже на него делают скидку. По факту скидка идет целый месяц, с 10 до 14.05. 159 гривен, около $3. Дальше кекс сырный. Сырный это не сырный, а сырный это творожный. 500 грамм,
Вот такая вот малипусенькая, но очень тяжелая. Вот реально тяжелее даже, чем вот это, мне кажется. Хотя тут у нас 500 грамм, и тут у нас 500 грамм. Да? Это из истории, что тяжелее. Килограмм пуха или килограмм гвоздей. Вот и мне кажется, что, несмотря на то, что тут тоже 500 грамм, мне кажется, это тяжелее. БКК. Кекс, пасха сырна с цукатами. Цукаты я не вижу. Если я их не вижу сверху, значит их нет. Шучу, значит они где-то внутри. На разрезе, возможно, мы это увидим. Дальше у нас 228 гривен кекс краффин с апельсиновый. Где-то мы это уже видели. Или сзади меня, или в другом магазине. Вот такой вот, похож на, знаете, такой свадебный каравай. Почему-то мне кажется. Пасочка дитяча. І тут, я так понимаю, що дітки должны створювати самі свою пасху. Давайте посмотрим, що нам тут производитель говорить. Набір «Створи свою чарівну пасочку», за допомогою якого дитина траля-ля. У наборі випечена пасха 1 штука, суміш суха для декорування 30 грам, посипка Великодня 10 грам, цукрова прикраса казкові герої 1 штука. Все просто, подарунок. Всередині коробочки на вас чекають цікаві великодні головоломки та поробки. Молодцы, классно. То есть вот то, о чем я говорил, что пустая, голая, так сказать, Пасха для детей, для того, чтобы они украсили. А дома уже можно сделать и безе, и для того, чтобы это все дело ручками украсить. Так, снизу кекс Пасха улюблена 180 грамм. У нас малепусенькая вот такая вот Цар Хлеб, производитель. Такой вот заяц. Цар Хлеб. Кекс Володимирский с цукатами. Это у нас Киев хлеб. Вот так вот я бочком поставлю. Смотрите, тоже есть у нас поливка, но нету никаких ни цукатов, никаких украшений. Стоит 176 гривен. И червона калина тоже Киев хлеб. По центру у нас, если я правильно понимаю, какой-то узор сладкий. Калина. Под название. Но сама Пасха, видите, вот такого вида. 128 гривен 88 копеек за 400 грамм. Называется червона калина, кекс пасхальный. Это у нас производитель не Киев хліб, а, друзья, производитель Черкаси хліб. Тоже підтримує вітчизняного виробника, купуй вот такую вот Пасху. Немного она пострадала в дороге, но на качестве и вкус оно не повлияет. Вот поменьше. То же самое. Формула смаку. Черкаси хліб. 51 гривна за 300 грамм. 74 за 500, 51 за 300. Так, а вот тут вот у нас 40 гривен. Это Житомир. 40 гривен Житомир к Великодню. И это у нас тоже Житомир. Как, давайте, называется производитель, прорекламируем. Кекс Великодні, виробник Золотий Коровай, місто Житомир. Теж, друзі, підтримайте вітчизняного виробника, приезжайте в Велмарт. Вот чем мне нравится, друзья, Велмарт, тем, что тут, в отличие от больших сетевиков, типа Ашана, Сельпо, тут есть много брендов, которые у нас не на слуху. То есть я бы в жизни не увидел Житомир, Пасху Житомира с Черкас. Тут она в Велмарте, пожалуйста. И это касается всего. Это касается и молочки, и всего остального. Так, друзья, и завершающий у нас стеллаж. Давайте пройдемся, посмотрим по верхам. Сырная пасочка 143 гривны, вот с такими родзинками, вот с такими цукатами внутри. Написано у нас, так, где у нас виробник? Черкаси хліб. Черкаси хліб. А что у нас из состава? Сыр кисломолочный, творог, да, вот видите, у нас творог кисломолочный. Вода питна, все, почти никакой химии, почти, ну, за исключением аскорбиновой кислоты, дрожжей и всех остальных прелестей. Дальше, Пасха сырна, тоже уже идет от Киев хлеб. Это у нас Житомир, это у нас Киев, бездріжджова. Вот кто не любит дрожжи, пожалуйста, можете бездріжджовую Пасху просто взять и насладиться вкусом творожной вот такой вот запеканки в кавычках. Стоимость 192 гривны за 550 грамм. Если бы тут еще был рисунок, вообще бы не было цены. Хотя бы примерно, как она выглядит. Вскрывать я, конечно же,
не буду, но одним глазком посмотреть туда хочется. Нет, у нас запаковано. Тут у нас панеттоне итальянская 206 гривен за 500 грамм. Цар хлеб. Но это уже, друзья, видите, это не забугорное, а это действительно наш вітчизняний виробник. Цар хліб – это село Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область. Підтримую вітчизняного виробника. 206 гривен за полкило пасхи. В составе, друзья, кстати, смотрите, родзинки, в'ялені ягоды, журавлины, кокосовые чипсы. По-богатому, как говорят. Кексик, вот такой вот 218 гривен, тоже очень симпатичный. По сути, друзья, когда вы разрезаете пасху на несколько частей, разницы, в каком виде будет ваш кусочек, мне кажется, нет. Орешки, посыпка и удобная форма. Виробник Черкаси хліб, місто Черкаси. Цукаты в виде апельсиновых шкурок. Итальянская пасха сразу у нас возрастает в цене не только потому, что это бренд, а еще потому, что она тяжелая. Тут, друзья, 908 грамм. Почему? Почему не 900? Почему не 950, почему не 908 грамм? Может быть, это, конечно, с упаковкой, но это не точно. У нас есть, ну, во-первых, меня интересует производитель, где Варшава, Польша, я вижу, выработано Варшава, Польша. Угу. Кекс Дольче 908, склад борошна пшеничного, кишмиш, да, родзинки, маргарин, цукор, закваска и цукаты апельсиновые. Ну, как бы стандартный набор, но зато у вас почти кило. Дальше панеттоне у нас 334 гривны за полкило с какао и шоколадом. Хотя шоколада тут кот наплакал, если я правильно понимаю, вот эти вот вкрапления, это и есть шоколад. И малипусенькая для деток, если вы куда-то идете в гости, посмотрите по сравнению с этим или по сравнению с этим, какая она малипусенькая, легенькая. И тут у нас всего лишь 100 грамм. 100 грамм прелесть. На один укус такой. 90 гривен, если мы округляем. Вот она снизу. Вот это мы еще не смотрели, не изучали. Шоколадная пасха. Друзья, из всех, которые тут есть, у меня третий появился лидер. Почему? Потому что тут горы шоколада. Пасха шоколадная, 500 грамм, формула смаку. Это вроде бы у нас Украина. Адреса потужностей місто Черкаси, Украина. Да, формула смаку. Вот такой вот производитель есть в месте Черкасы. Ставим респект и покупаем за 180. Здесь, кстати, цена вполне. То есть, если бы я сейчас пришел именно за Пасхой купить Пасху, а может быть я сейчас и куплю, я бы взял вот эту. Мне нравится рисунок, и мне нравится, что она вся полита шоколадом. Київ хліб зі згущеним молоком та родзинками. Київ хліб – это киевский завод. Все, друзья, вот мы обошли все Пасхи. Еще раз, у нас 3 стеллажа, один стеллажик, второй стеллажик и третий стеллажик. Мои любимцы в этом Велмарте это вот этот шоколадная пасочка. Второй мой любимец это вот эта вот шоколадная пасочка, 169 гривен. И третий мой любимец, который бы я взял, который бы я купил, это что-то вот из этого. Тут мне просто нравится сам формат, сам вид. Мы выходим из магазина Walmart и телепортируемся в следующий отдел. Но, к слову говоря, магазин Walmart лично мне понравился очень. Именно из-за ассортимента, именно из-за количества и разнообразия и выбор пасок. Телепорт. Так, друзья, я прибыл на следующую локацию, на следующую точку. Это у нас вулиця Березнева, 12А и магазин, как вы видите, Сельпо. Может быть, некоторые его назовут Ле Сельпо, такой типа VIP формат. Это у нас ЖК Комфорт Таун. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Погнали посмотрим ассортимент тут, на Пасхи, на их количество и на цены. Магазина тут как-то был один раз. Мне он, в принципе, формат понравился, именно размером, просторами. Но сегодня нас интересует исключительно Пасхи.
Сразу идем в хлебобулочный отдел. Ну, кстати, вот мы пока идем по дороге, вы можете глянуть, да, по сравнению с обычным сельпо, по сравнению с небольшими сельпо, как выглядит типа лес-сельпо, хотя бывает и лучше, но Пасхи у нас прямо по курсу. Так, друзья, по сравнению со вчерашним Велмарте, или где мы вчера с вами были, тут, конечно, у нас один небольшой прилавочек. Кекс пасхальный крафтяр 99 гривен 500 грамм. В принципе, весь одинаковый, ничего тут такого какого-то удивительного нету. Производство Сільпо Фуд, вулиця Бутлерова 1. То есть сам Сільпо и производит эти пасочки. Обычная пасха, кекс великодний с посыпкой и с глазурью. И с этой стороны у нас, тут у нас поинтереснее пасочки. Похожие мы видели вчера. Эти пасочки у нас 379 гривен за 800 грамм, правильно? Да, 800 грамм. Власна пекарня, крафтяр, Сільпо, кекс, панеттоне. Вот видите, с такими у нас интересными вкусностями. И орешки есть, миндаль, это я не знаю, что это. Давайте прочитаем состав. Цукаты апельсиновый, апельсин, глюкоза, родзинки, виноград сушеный, цукаты, вишня и все. И орехи. Ну вот такая вот у нас пасочка есть. Альтернатива. Или поменьше ее формат 199 гривен за 400 грамм. Еще раз, 199 400 грамм, 379 гривен 500 грамм. И с противоположной стороны стандартные пасхи, самые обычные, самые стандартные, это 99 гривен. Не густо, я бы сказал, но в принципе выбор есть, как минимум из 3 форматов, из 3 вариантов. Погнали дальше, на следующую локацию. Так, друзья, приехал я в новую локацию. Это у нас Ашан на Черниговской, это проспект ТРЦ. Посмотрим, какой у нас тут ассортимент, посмотрим, какие тут у нас цены. Друзья, поддержите видео лайком, потому что для вас проходит секунда, а для меня реально проходит энное количество времени для того, чтобы добраться из одной локации в другую. Поддержите комментом и поддержите, конечно же, какой-то подпиской. Так, вот тут вот сразу у нас сходу, на входе, я вижу всякие интересности для Пасхи, для изготовления. Посмотрите, какие интересные вещи. В одном из следующих видео, я думаю, я тоже сюда заскочу и посмотрю, сколько примерно стоит приготовить, друзья, Пасху. Ну, даже такие вот свечи в виде яиц. Так, посмотрим, что у нас по Пасхам. По Пасхам у нас кекс панеттоне, традиционный 219 гривен, made in Italy, скорее всего, такая вот штука. Это мы уже видели с вами в самой первой локации. Это его разновидность аналогичная, 339 гривен за одну штуку, 500 грамм. У нас 500 грамм, тут с родзинками, да и тут, в принципе, с родзинками. Разница, я так предполагаю, что просто в бренде. Напомню, чтобы понять цену, если вы не понимаете в гривнах, живете где-нибудь в Европах, то делите 219 на 42 и получаете в евро. Так, дальше. Пасхи у нас вот такие вот есть. Интересный, кстати, формат. Минимум коробок, минимум бумаги, максимум вредного полиэтилена для окружающей среды. Так, это у нас тоже написано якобы Italy. Давайте посмотрим, где она производится. Країна походження Италия написано. Ну окей, давайте поверим. Кстати, вот такие пасочки очень удобно резать, прям как пирог. Цена такой пасхи у нас 429 гривен, да? Цена с карткой Ашан 399, на минус 30 гривен, на минус $1 дешевле. 700 грамм, в отличие от 500 граммовых, тут у нас 700 грамм. А это, кстати, друзья, вот это, кстати, мы пропустили. Это 500 грамм, а это у нас 800 грамм, 908 грамм, 550 гривен. Так, ну,
Не знаю, друзья, это стоит называть Пасхой или нет, это просто как бы пирог, но он находится в той же самой, видите, вот так вот локации, там, где у нас стоят Пасхи. Но тоже, почему нет, очень аппетитно выглядит с такими шоколадными вкраплениями. Стоит этот кекс у нас, кекс Коломбо, шоколадно-вершковый, 750 грамм, 559 гривен. Вот его аналог, 590 гривен за 908 грамм. Так, ну это, конечно, все хорошо. Это заморские у нас предложения. А где же наші родные, щоб підтримати вітчизняного виробника? Вторая полочка, второй стеллаж. Посмотрите, какая огромная коробка. Я не удивлюсь, если в этой огромной коробке, вон там вот сам внизу, находится Пасха. Раз. Вот так вот выглядит пасочка у нас. Выглядит аппетитно, честно я вам скажу. Тут у нас есть ядра горихов, грецкий, есть у нас миндаль, есть у нас кешью, есть у нас сушеная журавлина и ванилин. Что еще я тут вижу? Ну, все, в принципе, вот этот какой-то фрукт. А так, да, кешью, миндаль, журавлина, поливка. Ставлю единственный минус за то, что эти коробочки никак не скреплены, потому что вот представьте, человек сейчас берет вот так двумя руками по бокам, поднимает, а у него остается дно где-нибудь вот там вот внизу. Это очень как бы опасно. Можно просто, да, перевязать какой-то ленточкой, это стоит копейки для Ашана. 459 гривен килограмм, ровно килограмм, 459 гривен. Панеттон вот такой вот небольшой, 195 гривен за 450 грамм. Без каких-либо изысков, без изюма, без вкраплений, без шоколада и даже без глазури. Просто вот в таком вот виде. Молодцы, что открыли, не знаю, они открыли или нет. Скорее всего, они, потому что вот коробочка открыта, вот коробочка открыта. Думаю, что это специально для того, чтобы люди не открывали все подряд коробки. Они заведомо открыли и завернули вовнутрь вот эту вот пасочку. Выглядит отлично, просто и со вкусом. За 195 гривен полкило, мне кажется, вполне цена норм. Вот такая вот пасочка, аналог тоже. Но тут уже идет у нас с вкраплениями разных вкусностей. 450 грамм. Производитель Львівська вулиця, село Сокільники, Львівська область. Вот так, друзья, панеттоны. Производится во Львові. 199 гривен. Підтримаємо вітчизняного виробника. Интересно тоже, яркая, красочная пасочка. Не удивлюсь, если тут химозы больше, чем полезностей. Но стоит она 355 гривен без дрожжей. 580 грамм. Выглядит вполне съедобно и вполне интересно. Мне нравится. Давайте посмотрим, как же к ней подлезть-то. Давайте посмотрим, что у нас по ингредиентам. Склад. Фруктовая частина у нас слива сушеная, абрикос сушеный, киви сушеная, цукати, черешня, кумкват помаранчевий, кумкват жовтий, родзинки, горіх волоський, журавлина вялена, чипсы банановый, мигдаль. Вы что, друзья, это, наверное, одна из топовых пасок, где такое количество всяких интересных штук для украшения Пасхи. Просто посмотрите, класс. И все полито еще какой-то дополнительной глазурью. Так, следующая пасочка у нас кекс солодка, фантазия, 0,5 килограмм. Вот так вот он выглядит. Открывать не буду, запаяно. 299 гривен. Стоило якобы 373. Вес у нас тут 0,5 кило. Что у нас есть? У нас есть фисташки, миндаль, цукаты и родзинки. Если вот вам не отсвечивает, вот посмотрите, вот такая вот прелесть. Дальше кекс панеттон безлактозный. Там у нас был бездрожжевой, это у нас уже, друзья, безлактозный, плюс без додавания дрожжей. Тоже весьма-весьма неплохо выглядит. По составу у нас, друзья, горіх волоський, чипсы банановые, миндаль, родзинки, кумкват. Состав предыдущей коробочки. Ананас сушеный, журавлина вялена, абрикос сушеный, слива сушена,
кумкват помаранчевий, кумкват червоний, кумкват зелений і цукати. Вот такая вот у нас 350 грамм. 350 грамм пасочка. Выглядит отлично. Дальше идем. Кекс, панеттон, шоколад, горіх, цукаты, 800 грамм, 395 гривен. Киевский БКК. Это БКК у нас производится в Киеве, видите? Привет с Италии. Ну вот, кстати, я вижу логотипчик. Так, дальше. Набир кексов. Это мы уже, друзья, видели с вами на прошлой локации. Киев хлеб. 2 кекса, если я правильно понимаю, без дрожжей, сыр кисломолочный, вершковое масло, родзинки. И второй кекс володимирский. Цукаты, родзинки, курага. Это 350, это 550 грамм. Суммарно у нас 900 грамм. Так, дальше. Шоколадная Пасха 0,5 кило, 175 гривен. Производитель у нас Формула смаку. Это Черкаси хліб. Місто Черкаси, Чигиринська 7. Пол кило, 175 гривен. Дальше у нас кекс, сырная Пасха, бездрожжевая, 550 гривен. Творожная Пасха, это у нас Киев хлеб. Киев хлеб бездрожжевой. Тоже это мы видели. Минус этой коробочки в том, что я даже не вижу, видите, друзья, я не вижу, как он выглядит. И поэтому просто постоянно открывать, ну, представьте, из 10 человек, которые будут смотреть на эту коробочку, сколько ее возьмут, не А, нет, вот, извиняюсь. Вот тут вот Ашан молодцы. В прошлой локации у нас было все закрыто. Тут можно раз и заглянуть, как она выглядит. Выглядит она сверху пусто, а внутри с, наверное, какими-то вкусностями. Так, дальше у нас огроменный. Вот это вот, конечно, шик. Посмотрите. Класс. Посмотрите на размер. Посмотрите на размер вот этой коробочки. Посмотрите на размер вот этой коробочки. Тут, во-первых, пол коробки вот так вот занимает воздух. Но выглядит, конечно, топ. Выглядит топ. Пасха, допустим, заяц, да. Это печеньки, наверное, какие-то. Сама Пасха и еще заячья мордочка тоже из печеньки. Так, а сколько же она стоит у нас? Цену я не вижу. Может быть, сейчас обойдем с другой стороны, но все разные, мне нравятся. Вот именно очень классно, креативно подошли. Пусть она будет даже дороже, чем обычная Пасха, но в качестве подарка, знаете, куда-то, если вы идете в гости или у вас есть дети, то, конечно же, это из всех, которые я видел, это, конечно же, топ. Так, дальше. Сырная Пасха у нас 135 гривен, 450 грамм. Вот такая творожная у нас пасочка есть с интересными всякими вкусностями, с вкраплениями. Адреса потужності місто Черкаси. Місто Черкаси, Україна. Цукаты, кубики манго, ананас, имбирь, помело, лайм и все. Вот это все у нас там внутри. Только-только завезли Пасху, и еще даже сами продавцы не знают, сколько она стоит. Идем на сканер узнавать цену. Нет ценников, еще ничего нету. Чик. Кекс пасхальный 359 гривен. Слушайте, я думал, честно говоря, что это будет стоить гривен 500, наверное. Честно. Чисто за креатив, за подход и за декор. 359 гривен, там некоторые обычные Пасхи стоят дороже. Вес у нас, смотрите, вот в этой Пасхе здоровенской, вот в этой, 1350 грамм. Это самая мощнейшая Пасха, пока из которой я видел и по весу, и по креативу. Класс. Адреса виробництва Україна, Донецька область, місто Слов'янськ. От. Підтримайте вітчизняного виробника. Молодцы. Супер. Так, друзья, что у нас тут есть? Это у нас Пасхи, которые идут на потоке. Они обычно ставятся в хлебном отделе, но раз тут уже у нас, видите, все есть, поэтому я думаю, что актуально, что они тут и стоят. Традиционная пасочка 300 грамм, 42 гривны. Обычная Пасха, к которой мы, друзья, с вами все привыкли. Маленькая пасочка 320 грамм, вот такая вот царь-хлеб, сырно-творожная Пасха 84 гривны, тоже тяжеленькая. Дальше у нас это 42, это мы видели. Вот эти у нас пасочки стоят
Я не вижу цену. Тоже, наверное, еще только... тут сразу, видите, наклеечки есть. Наклеено 139 гривен. В данном случае за вес не вижу какой. Вага по нулям. Короче, за штуку. 139 гривен. Ну, тут, наверное, где-то 500 грамм, скорее всего, плюс-минус. Так, дальше у нас идут вот такие вот пасочки. 300, это 500 грамм с цукатами. Цукаты внутри, это у нас от БКК. Маленькая пасочка, но по весу она 0,5 кило. Пасха 0,4 кило, 400 грамм, 94 гривны. Это у нас виробник Хлібодар, місто Рівне. 94 гривны, это у нас около $2,5 за пасху 400 грамм. Так, следующая у нас пасочка маленькая, вот такая вот, Валенсия. Кекс Великодні з родзинками. Місто Слов'янськ, Донецкая область. Тоже это в продолжении больших пасок красивых. Вот у них есть альтернатива, маленькие пасочки. Червона калина, друзья, мы такую уже с вами тоже видели. 114 гривен, стоит 400 грамм. Тоже красиво и со вкусом. Червона калина, глазурь и погнали. Новую пасху, видите, привезли доукомплектовать. Может быть, не новую, а просто более свежую. Но это хорошо. Кекс пасхальный, маленький, 39 гривен. Это у нас Киев хлеб. Все, Пасхи я с вами осилил, посмотрел, значит, что у нас в Ашане есть. Раз стеллаж, есть два стеллаж, есть 3 стеллаж с той стороны, но там больше итальянский. Из всех, которые я тут нашел, мне больше всего вот эти понравились. 1350 грамм, красивые, креативные, классные, веселые. И стоят там около 370 гривен. Друзья, сейчас мы еще метнемся с вами в хлебный отдел. Я думаю, что тут все то же самое, просто будет повтор. Но на всякий случай перепроверим. Значит, кексик, да, кексик панеттоне 195 у нас. Кекс элитный, пасхальный. Нет, такого мы, мне кажется, не видели. Посмотрите, с такой красивой, там, цветочком с красивым. Цена 237 за 700 грамм. Там, кстати, 700 грамм мы вообще с вами, друзья, не встречали. Это у нас кекс панеттоне пасхальный 153 гривны с такими вкраплениями. Вот такие вот у нас даже есть мини-пасочки. Посмотрите, для, я так предполагаю, уроков труда или просто в качестве сувенира и подарка. Что тут есть? Тут есть заяц у нас, есть печенюшка вдалеке, да, справа, есть зефирки, есть мини-мини маленькая пасочка, такая совсем маленькая, и есть что-то непонятное, типа печенюшка в виде яйца, тоже вот она. Вот такие кексы, тоже пасхальные. Это у нас, что это у нас? Коза, баран, заяц. Стоит 56 гривен. Так, тут у нас огроменные пасхи. 119 гривен, 0,7. Кекс Великодні, 119 гривен. Вот такой вот, посмотрите. Все по фэншую. Классно. Мне нравится вот эта вот присыпка, то, что ее много, и то, что есть выбор, в принципе, основной. Дальше. Есть вот такие вот маленькие пасочки, 72 гривны. Гривны кекс краффин с чем-то. З маропановою начинкою. Что такое маропанова начинка, я, честно говоря, не знаю. Повтор раз. Повтор 2, маленькая пасочка. И повтор 3 и 4, 88 гривен. Ну, вот на те, которые на потоке, да, я так понимаю, что это сам Ашан их печет, они дешевые. Полкило 88 гривен. В отличие от 180, 300 и так далее. Вот такие тоже люблю шоколад, поэтому все, что в шоколаде, привлекает мое внимание. Зефирка на шоколаде с даже шоколадной начинкой. 69 гривен за, ну, по весу грамм, наверное, 300. Вот так вот классно выглядит. Тут у нас 88 за 0,5. Это у нас кекс Великодні Ашан 500 грамм. Вес, понял, где вес пишется. Вес пишется. Да ні, я вас не знімаю, не переймайтесь. Хочете? Ну, якщо можна, 10 секунд, можна, як ви
Ні, а я Пасху можна? Не вас. Просто як ви це робите, бо ніколи не бачив в магазині. От, бачите? Де буде у вас? Де А- буде? Ну, це YouTube канал Киев от первого лица. Вот, там цены, рынки, просто сейчас вот, ну, много идут Пасхи смотреть, и людям интересно, в каких магазинах наибольший ассортимент и выбор, потому что во всяких, например, Сельпо я только что был, там 3 штуки и все. А в Ашане тут есть куда размахнуться, есть что посмотреть. Молодцы, спасибо большое. Хорошего дня вам. Так, друзья, я выхожу из Ашана. Как видите, пасхи не привозные. Пасхи действительно сами пекут, сами обмакивают в этой глазури, сами делают присыпку. То есть я почему-то думал, что это написано, что якобы производство Ашана. А по факту их откуда-то привозят, с каких-то пекарен. Нет. Поэтому, друзья, Ашану за ассортимент, за цены, за свое производство ставлю честный респект. Молодцы. Едем на следующую локацию. Ну что, друзья, сделаем перерыв, потому что ролик получается длинный, и перейдем во вторую часть, которую вы увидите уже завтра.